Всем моим зрителям пламенный привет из теплой Грузии от солнечной Ани, и это мой лучезарный блог. Сегодня я расскажу вам о минусах жизни в Грузии, хотя скажу вам честно, некоторые из этих пунктов даже не минусы, а так, мелкие и незначительные минусики. Видимо, я правда люблю свою страну, раз моя любовь к ней так слепа. В любом случае, не принимайте мои слова персонально, близко к сердцу. Я все равно люблю Грузию, несмотря ни на что. Кстати, в прошлом видео я рассказывала о плюсах жизни в Грузии. Обязательно посмотрите это видео. Итак, поехали. Низкие зарплаты. Пожалуй, самый главный минус жизни в Грузии – это низкая заработная плата. Мы сейчас не рассматриваем экспатов, всяких там удаленщиков, работающих дистанционно, не выходя из дома. Мы берем в расчет именно местные работы, которые не отличаются щедрым вознаграждением за все труды. Здесь труд особо не ценится по достоинству, а сотрудник – это какой-то раб. И вообще условия трудоустройства в Грузии оставляют желать лучшего, если честно. Хотя за последнее время ситуация меняется к лучшему. Если раньше зарплаты составляли всего 400 лари, то сейчас на тех же работах зарплата выросла до 600 лари в месяц. И вообще, если помониторить рынок труда и проанализировать существующие вакансии, средние зарплаты составляют от 600 до 800 лари. На каких-то более высокопоставленных должностях зарплаты доходят уже до 1000-1200 лари в месяц. Я не говорю о программировании и сфере IT, потому что эта профессия не для всех, и далеко не каждый человек может туда устроиться на работу. Там все же необходимы какие-то определенные навыки и знания. Именно на низкие зарплаты и жалуются многие местные жители. И их можно понять. Маленькие пенсии. Одним из душераздирающих факторов являются скромные пенсионные выплаты. Если я не ошибаюсь, то на данный момент пенсия составляет примерно 260 лари в месяц. Поправьте меня, если это не так. Конечно, это лучше, чем совсем ничего, но хотелось бы получать больше. После долгих лет трудоемкой, кропотливой работы и оплаты налогов все-таки человек ждет более щедрого вознаграждения, иначе он как будто жил и работал зря. Понятное дело, на эти деньги особо не выжить, именно поэтому многие пенсионеры бедствуют, а некоторые просят милостыню или торгуют своими вещами прямо на улицах. Если за границей на пенсии жизнь только начинается, люди начинают жить на свой вкус, путешествовать, отправляться в круизы, заниматься всем тем, чем мечтали заниматься в молодости и на протяжении всей жизни, то в Грузии на пенсии жизнь наоборот заканчивается. О каких путешествиях и развлечениях может идти речь, если здесь людям еле хватает на жизнь в целом? В Грузии пенсионеры – это самые несчастные люди, за которых просто сердце кровью обливается. Социальная помощь. Грузия – это вам не Европа или Америка, где при потере работы вам выплачивают пособие по безработице или профсоюз вас обеспечивает, пока вы не устроитесь на новую работу. Это не та страна, в которой каждой женщине дают материнский капитал и за каждого ребенка выплачивают специальное пособие ежемесячно, независимо от вашего финансового положения. Это не та страна, в которой часть денег уходит в пенсионный фонд, на который вы потом сможете жить припеваючи на старости лет. Конечно, здесь есть какая-то социальная помощь для малоимущих, беженцев или лиц с ограниченными возможностями, но эту помощь невозможно сравнивать с помощью в более успешных странах. Но такова наша реальность, и приходится с этим жить лишь в надежде на лучшее. Слабая медицина. Возможно, кто-то сейчас захочет со мной поспорить, но то, что местная медицина оставляет желать лучшего, это факт. И показательным признаком этого является огромное количество неправильно поставленных диагнозов, с которыми люди уезжают лечиться за границей, так как здесь им уже ничем помочь не могут, а там иностранные врачи удивляются, как вообще можно было поставить такой неверный диагноз. Это чистая правда, такое действительно происходит. Когда у нас в Грузии врачи не могут что-то вылечить, пациента отправляют за рубеж. Обычно это ближайшая Турция или любая другая европейская страна. И там сами врачи поражаются, насколько наша медицина отстает. Здесь люди боятся идти к врачу, чтобы не умереть еще быстрее.
Это я вам на полном серьезе говорю. Я знаю реальные случаи, когда именно врачи и их некомпетентность калечили пациентов. Почему такое происходит? Потому что в нашей медицине осталось много врачей, которые в свое время покупали дипломы. И я не шучу. Были такие времена, когда можно было купить диплом. И именно такие врачи и губили пациентов ошибочной дозировкой анестезии. Но хочу вас успокоить, далеко не все врачи такие некомпетентные. У нас есть и очень образованные, умные, начитанные специалисты и профессионалы своего дела. Просто надо знать, куда и кому обращаться. Так что не волнуйтесь, не все так трагично. Качество продуктов. Поскольку Грузия – это далеко не самая богатая страна, соответственно, и закупает она дешевое и некачественное сырье. Хотя с годами это меняется, слава богу, но я помню, как раньше все самое ужасное и противное привозили именно в Грузию. А потом мы удивлялись, почему так много людей болеют онкологическими заболеваниями. И вообще одно время Грузия занимала чуть ли не первое место по количеству страдающих от онкологии. Потому что приходилось есть всякую отраву. Что людям привозили, то они и ели. Все мы помним этих курочек на базаре, напичканных всякими лекарствами, в которых обнаруживали токсичные вещества. Это все было на самом деле. Просто я искренне надеюсь, что сейчас уже лучше фильтруют и потщательнее отбирают. К тому же многие продукты питания стали выращивать и производить именно здесь. Открыли много всяких заводов и фабрик, поэтому будем надеяться, что хоть сейчас мы не питаемся всякой опасной отравой. К тому же сельское хозяйство в Грузии стремительно растет, я об этом снимала отдельное видео, обязательно посмотрите. Ассортимент товаров. О качестве продуктов мы уже поговорили, а теперь перейдем к их ассортименту. В Грузии выбор продуктов очень скромный в сравнении с теми же Европой и Америкой. Конечно, здесь нет такого же широкого ассортимента, все мы это понимаем, но имеем то, что имеем. Мы не бедствуем, не голодаем, и на том спасибо, как говорится. Чего не хватает лично мне, так это качественной красной рыбы и всяких морепродуктов, побольше выбора безлактозной молочки и веганских продуктов. Но даже тут мне сложно придраться, ведь все это можно найти в специальных магазинах. Просто хотелось бы более адекватных цен. Если бы все эти продукты производились здесь, то и стоимость была бы более приемлемой. А так как это все привозное, импортное, отсюда и такие цены. А в целом я бы сказала, что далеко не все товары можно найти в Грузии. Далеко не все товары сюда поставляют или же их поставляют, но с большим опозданием. До нас все доходит гораздо позже и дольше. Ну, если запастись терпением и подождать, то и это можно вполне спокойно пережить. Сфера обслуживания. Если в других западных странах клиент всегда прав, то здесь клиент – это какое-то ничтожество, которое вообще ни во что не ставит. Здесь сам рабочий персонал может запросто нахамить, нагрубить, оскорбить, и пофиг. Все равно их никто не уволит и не накажет. Ну, это я, конечно, утрирую. Все зависит от самого предприятия. Чем престижнее компания, тем важнее для них репутация. И тогда за некорректное отношение к клиенту или покупателю человеку вынесут выговор или даже уволят. Но здесь, в Грузии, я редко такое встречаю, если честно. Тут больше сотрудники имеют власть, чем клиенты. Например, во всяких магазинах скорее консультант или кассир надерет вам пятую точку, чем вы ему. Да, весело мы здесь живем по своим собственным уставам, так сказать. Устаревшая архитектура. Если различные исторические районы или здания подвергают реставрации, то обычные спальные районы на окраине города остаются такими же потрепанными, обшарпанными и до боли страшными. В Грузии многие жилые дома строили не из кирпича, и оно и видно. В Европе много именно кирпичных зданий, поэтому они так хорошо сохраняют свой первозданный вид. А здесь дома заштукатурены, и штукатурка эта со временем сыпется. Отсюда и такой неопрятный вид у большинства домов, словно им уже по 100 лет. А для сравнения вы посмотрите на европейские дома, которым действительно много лет, но даже они выглядят получше, чем, например, жилой комплекс «Магнолия» в Батуми, который всего 15 лет примерно, а выглядит как старая развалина. Это, конечно, не минус, и с этим вполне можно жить, просто смотрится не очень эстетично. Все-таки хотелось бы, чтобы и наши дома сохранялись намного дольше.
Неразвитый SMM. Для тех, кто не в курсе, SMM — это аббревиатура маркетинга в социальных сетях, то есть продвижение и раскрутка в социальных медиа, раскрутка компаний, товара, сайта, рекламы и разных услуг. Я не могу сказать, что это прям какая-то катастрофическая проблема, просто некий дискомфорт все же присутствует. Например, когда вы ищете мастера по ремонтным работам или мебельного мастера, этот человек предлагает свои рабочие услуги, но при этом у него нет вообще никаких рабочих социальных сетей. А это очень важно, ведь вы должны увидеть его готовые работы, чтобы убедиться в его профессионализме. Или, к примеру, вы хотите приобрести какой-то товар в интернет-магазине, а его либо нет в наличии, либо есть другая альтернатива. Но вы этого не знаете, и часто такое бывает, что вы заказали одно, а принесли вам совсем другое, потому что вам не соизволили об этой подмене сообщить заранее. Некоторым продавцам даже лень сделать элементарно фотографии товара. Ну или много таких случаев было, когда вокруг вас есть хорошие магазины, но у них нет своих веб-сайтов или страниц в социальных сетях. И знаете, сколько клиентов они теряют? Потому что не все о них знают. Ведь многие бы шли к ним после просмотра рекламы и акций в социальных сетях. Мы живем в 21 веке. Интернет — это очень важная часть нашего продвижения. А в Грузии часто приходится как бы верить вслепую, надеясь, что вас не обманут, поскольку проверить вы можете не всех. Просто потому, что не у всех есть социальные сети. Несоблюдение правил. Я понимаю стремление людей к свободе, но в то же время я понимаю, что понятие свободы, оно очень абстрактное и растяжимое. Люди не могут и не должны быть полностью свободными, иначе они станут слишком своевольными, и неизвестно, на что они вообще будут способны. Правила и законы придуманы не просто так. Если их убрать и дать полную власть, люди станут просто неуправляемыми и опасными. Правила существуют именно для того, чтобы мы могли находиться в обществе, жить в социуме, обеспечивая тем самым безопасность и себе, и другим. Например, в Европе есть определенные правила поведения, общественные нормы. Нельзя шуметь после 10 вечера и до 10 утра. Для кого-то это жесткое правило, но оно помогает людям выспаться, отдохнуть, расслабиться, потому что никто никому не мешает спать, соблюдая эти правила. Вот у нас в Грузии нет таких строгих правил. И несколько раз я не могла уснуть по ночам, потому что соседи решили закатить вечеринку и греметь на весь дом до 2 часов ночи, да еще и в будний день, даже не выходной. А никого не волнует, что в этом доме живут еще и другие люди, которым надо выспаться перед работой или учебой, у кого-то маленькие дети, которые могут проснуться от такого шума. Здесь некоторые об этом даже не думают. Если людям приспичило устроить шумную вечеринку, плевать они хотели на ваш сон. А все почему? Потому что нет у нас таких жестких правил. И люди не умеют так покорно подчиняться. Это формирует в людях безответственное, неуважительное и пренебрежительное отношение к другим. Но я вас успокою, за всю мою жизнь здесь такое было всего несколько раз. Слава богу, это скорее исключение, чем правило. Но я вас изначально предупреждала, что в этом видео нет каких-то особых минусов. Просто определенные моменты, которые со временем меняются и меняются к лучшему. Надеюсь, я никого не расстроила, не обидела, не ранила, не задела. Еще раз повторяюсь, я люблю свою страну, несмотря ни на что. Она все равно моя родная, и на этом точка. Ничто этого не изменит. Так что ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Будем любить Грузию все вместе. Спасибо за внимание. До скорой встречи.